ребята, как у вас дела? Меня зовут Кристина, и если вы длительное время находитесь на моем канале, в противном случае советую подписаться, вы знаете всю мою любовь к испытаниям силы воли, особенно что касается спорта и состояния тела в целом. Поэтому, недолго думая, на ближайшие 7 дней я выбрала новый комплекс от Chloe Ting, и прямо сейчас предлагаю вам посмотреть, как пройдет моя неделя и узнать результат в конце. Ну и больше моей жизни, питания и просто вдохновения ты можешь найти у меня в Инстаграме. Там я стараюсь вас подбадривать, поддерживать и делюсь книгами, которые читаю. Так что обязательно присоединяйся в нашу инста-семью. А мы идем делать замеры? В начале недели я взвешиваюсь, и на данный момент мой вес составляет 50 кг и 600 грамм. А вот так вот выглядит мой живот. Что ж, посмотрим на результат ровно через 7 дней. Первый день тренировок, я думаю, у всех проходит более чем успешно. Вы полны мотивации, сил, вдохновения полностью изменить свое тело, если не одно но. Все это длится ровно первых 30 минут. В общем, как вы могли заметить, под конец тренировки я и вовсе начала жалеть, что затеяла весь этот эксперимент. И чтобы разбавить обстановку, я решила добавить в свою рутину скраб для тела. Как бы встреча с таким соперником не оставит различным неровностям и шансы на существование. По многочисленным рекомендациям мой выбор пал на косметику от Riche, так как у нее просто невероятный состав и запах, кстати, тоже. Признаюсь честно, настолько качественной косметики за такую цену я не встречала еще никогда, не говоря уже о потрясающем запахе, который буквально пробуждает желание ухаживать за телом чаще и чаще. Я уже сделала скраб и отошла немного от этой чудо-тренировки. У меня в прямом смысле горят мышцы живота, и я почему-то думала, что это будет намного-намного легче. Посмотрим, что будет завтра. Свое утро могу описать одним словом. Очень болезненно. Из-за того, что я очень давно не делала никакие комплексы на пресс, да и в принципе спорт для меня подразумевает бег и любую кардионагрузку, точнее такие тренировки для меня просто более приятные. Этот комплекс стал таким своеобразным сюрпризом для моего пресса. Сейчас буду собираться на завтрак и заодно хочу показать вам немного своего рациона. На протяжении недели я буду отдавать предпочтение овощам и сложным углеводам, а также соблюдать водный баланс в виде 2 литров чистой воды каждый день. К слову, средняя калорийность каждого моего приема пищи равна 500 калориям. Ну и, как говорится, кто работает, тот ест. В моем случае немного наоборот, поэтому ближе к обеду я собралась силами продолжить нашу тренировку. С сильной крепатурой и болью в мышцах меня мотивировала только мысль, что я пообещала вам не опускать руки. Так что какой бы результат ни был в конце, знайте, вы сыграли в нем важную роль. На 3-й день ситуация не улучшалась, а у меня появлялись мысли сделать перерыв, чтобы дать мышцам время на восстановление, ну или хотя бы выждать, пока пройдет крепатура. В целом, 3-й день мне дался очень и очень непросто. Не обращайте внимания, как я сейчас выгляжу, потому что если к прошлым видео я хоть как-то, но готовилась, здесь я снимаю прямую свою реакцию, и в виде, в котором я, собственно, выполняю все эти упражнения, у меня точно такая же стрёмная прическа, красные щеки. Про одежду я промолчу, она прямо сейчас отправится в стирку. Несмотря на то, что я вроде бы как подготовленный человек к таким упражнениям, когда ты делаешь это каждый день, ты испытываешь постоянную боль, потому что крепатура просто не успевает исчезнуть. И вот 3-й день для меня всегда самый переломный. Это касается и питания, и тренировок. Просто проснулась с мыслью, что мне важно это сделать и перетерпеть. Во мне уже проснулся какой-то азарт, и мне просто интересно, какой результат я получу в конце недели. День 4 начался со вкусного завтрака. Есть тут такие же любители салатов, как и я. Ставьте палец вверх, чтобы узнать, сколько нас. Ну и помимо этого меня порадовал первый видимый результат всех наших стараний, либо же страданий, называйте как хотите. Так что мое второе дыхание наконец-то проснулось, и тренировка прошла более чем успешно.
На 5-й день было принято решение сделать небольшой перерыв. Признаюсь, тренировку Хлои в этот день я не выполнила, но день провела очень активно и, самое главное, дала мышцам возможность расслабиться. Не знаю, что заставило меня проснуться так рано, я сделала это без будильника, но в который раз убеждаюсь, что порой необходимо сделать перерыв, чтобы потом с новыми силами снова приступить к делу. У нас сегодня предпоследний день, и завтра мы вместе с вами узнаем и увидим результат. По моим ощущениям, после дня отдыха я чувствую себя намного лучше, у меня пропала абсолютно вся крепатура, и сама тренировка уже воспринимается намного легче. И еще один приятный бонус, который я заметила, но у меня укрепились мышцы спины. Да, именно спины. Я думаю, это связано с тем, что во многих упражнениях как раз-таки они тоже задействованы. Ну а я тем временем включаю свой плейлист и будем начинать нашу тренировку. На 7-й день все мои мысли были заняты только результатом и желанием поскорее его узнать. Так что все неприятные ощущения от тренировки ушли на второй план и не занимали огромное место в моей голове. Семь дней позади, и сейчас настал момент X. Идемте взвешиваться. Что ж, момент истины. За 7 дней тренировок от Хлои Тинг мне удалось избавиться от 1 килограмма. И по истечении недели мой живот стал выглядеть вот так. Итак, за 7 дней, как я уже сказала, мои мышцы живота немного укрепились. Да и в целом комплексы Хлои довольно-таки неплохие. Но мне кажется, ключевую роль, помимо питания, конечно же, играет вот эта вот регулярность, что вы выполняете определенные упражнения каждый день. Но то, что мне было безумно интересно, назовем это так. Не хочу говорить негативные слова, что иногда мне хотелось просто лечь на пол и зареветь. В любом случае, это был интересный опыт. Тем временем я уже присмотрела новый комплекс, поэтому если вы хотите увидеть продолжение, ставьте свой пальчик вверх, чтобы я знала, что вам это интересно. И я все еще жду вас в нашей инста-семье. Ну а здесь мы увидимся совсем скоро. Безумно люблю вас и